Многие из нас мечтают о финансовом успехе, но наше подсознание не дает нам разбогатеть. И как раз я бы хотел обсудить эту тему, потому что я сам много чего себе не разрешал раньше. И я осознал, что нужно себе разрешать не только быть богатым, но и покупать какие-то вещи себе подороже. Это один из способов быть богатым. Потому что когда ты не разрешаешь купить себе что-то подороже, ты просто гасишь свою самооценку. Тем самым ты не даешь себе развиваться. Смотрите, я могу на собственном примере сказать, что раньше, когда я постоянно пытался экономить на себе, не покупать себе там дорогих вещей или в целом просто постоянно ничего не покупать, жизнь не меняется. То есть, как денег не было, так их и нет. С другой стороны, ты думаешь, а зачем мне сейчас на себе экономить? Зачем мне это нужно, если я живу здесь и сейчас? Вы знаете, многие рассуждают, что нужно откладывать денег на старость, постоянно копить, и, я не знаю, инвестировать. Там, как я и сам тоже говорю, что нужно инвестировать. Но с другой стороны, наше молодое поколение миллениалов, это не рабочее поколение. Мы не хотим работать. Вот есть такая тенденция либо выйти на пенсию в 35, либо быстро разбогатеть, но никто не хочет вот так вот всю жизнь откладывать и к старости годам только, а что делать в старости с этими деньгами? То есть ты всю молодость свою тратишь на то, чтобы отложить на старость, и дай бог, что ты еще доживешь до старости и потом увидишь что-то. Давайте обсудим, какие страхи нам не дают разбогатеть. Вот смотрите, когда вы находитесь в найме, в офисе, на заводе, неважно где бы то ни было, люди хотят разбогатеть, хотят добиться успеха, но при этом боятся что-то сделать. То есть это и есть страх. Людям просто, например, бывает лень. Лень — это тоже отчасти страх. Вот это вот и не дает людям разбогатеть. Потому что, чтобы разбогатеть, нужно что-то делать. Элементарно это нужна дисциплина. Смотрите, например, вы ходите в тренажерный зал, занимаетесь параллельно какими-то курсами, языковые или что-то по саморазвитию. То есть все это нужно делать. Скажем, ты работаешь в найме и хочешь разбогатеть. Ты можешь ставить себе какие-то рамки, например, временные. Если у тебя есть дети, ты можешь сказать себе, дети немного вырастут, и потом я открою свой бизнес. Но это и есть страх. Ты заранее ставишь себе какие-то ограничения, рамки, ты боишься сейчас действовать. Тебе не дает страх что-то сделать. У меня, например, нету детей. И я несколько лет просто сидел на заводе и боялся что-то начинать. Потому что, чтобы что-то начать, нужно преодолеть свой страх. Проще сидеть за компьютером и играть игры какие-нибудь. Я, кстати, играл в доту. И наиграл 5000 часов, если что. Так что я знаю, о чем я говорю. Реально проще играть просто в какие-то игры, чем двигаться. Вот сейчас, например, когда я перестал совсем играть, я понимаю, что насколько это сложно собраться с мыслями, например, пойти в тренажерный зал, продолжать обучаться на каких-то курсах, записывать видео. Это все дисциплина, это тоже много работы. И отчасти это борьба со страхом. Со страхом, например, записывать видео, когда у тебя нет опыта. Или страх ходить в тренажерный зал вовремя, не пропуская. То есть все это и есть страхи, которые нам не дают развиваться. И вот, честно говоря, я бы сел сейчас за компьютер и поиграл бы с удовольствием. И я понимаю, что каждый час, просиженный за компьютером, за играми, откладывает просто мою богатую, успешную жизнь на потом. Когда ты играешь и ничего больше не делаешь, не жди успеха, не жди богатства, оно к тебе не придет. Только усердный труд и дисциплина. И как говорит Арнольд Шварценеггер, если ты хочешь спать, спи быстрее. Давайте обсудим, как можно преодолеть эти страхи и начать что-то делать. К примеру, я когда пытался открыть инвестиционный счет, для меня это было очень страшно, потому что я не понимал, что мне делать. Во-первых, я вообще не знал про инвестиции ничего толком, но я знал, что нужно инвестировать. И чтобы инвестировать, хотя бы нужно иметь инвестиционный счет, правильно? И то есть, что я сделал для этого? Я просто пошел и начал делать. Ничего сложного. А по ходу дела, оно уже само приходит, как тебе решить эту проблему. И все. Я потратил на это, немножко времени, побегал туда-сюда под документом, но я это сделал. Я это сделал не в России. Почему я это говорю, что это было для меня сложно? Потому что я это сделал в Южной Корее, почти не зная языка. Вот еще один пример, как я борюсь со страхами. Я когда-то давно хотел начать свой YouTube-канал, и я записал видео, отправил друзьям. Они посмотрели. Вроде бы уже все готово. Просто выложи на YouTube, и вот тебе начало. Это был 2016 год. И знаете что? Я не выложил его. Я побоялся.
побоялся. Я побоялся, что кто-то обо мне что-то подумает, и вот и все. Оно отложилось на несколько лет просто, и я забыл потом про это, думал, что это не мое и так далее. Но, как видите, я сейчас здесь, но прошло уже столько времени. И когда я оглядываюсь назад в 2016, я вижу тех людей, которые именно в тот год начинали. Я не знаю, это какое-то просто совпадение. Есть блогеры, которых я начинал смотреть, они были маленькие, они были даже не 100-тысячники. И вот оглядываясь назад, я смотрю, а у них уже миллионы подписчиков. Я думаю, блин, так я же в то же время, как и они, начинал. Просто у меня не хватило смелости это додавить. И вот он результат. Они сейчас уже там наверху, а я все еще здесь, топчусь на месте. Так что вот наглядный пример я могу привести вам из своей жизни. Что нужно просто начать. Не нужно думать о том, кто что подумает. Просто начинайте. Есть еще такой момент. Внешние обстоятельства вынуждают что-то делать. Как раз вот недавно это случилось, коронавирус. Сколько появилось людей, блогеров, например, которые работали где-то и потеряли работу, и просто от безысходности начали что-то пытаться делать. Кому-то это пошло на пользу. То есть для кого-то корона это был как буст. То есть толчок на то, чтобы что-то начать. Но когда ты сидишь и у тебя вот все, вроде комфорт, у тебя стабильная работа, зарплата, вот как сделать так, чтобы высвободиться оттуда, высвободиться с этих крысиных бегов? Я могу сказать как. Вот смотрите, сейчас я работаю до сих пор в найме. И мы с моим другом, с которым мы ведем этот канал, уже спланировали дату, когда мы уходим. То есть мы уже знаем, что мы уйдем с найма. И изначально этот канал был создан для того, чтобы делиться с людьми на собственном примере, как можно с нуля достичь $1 миллион. Наша цель это $1 миллион для начала. Потом будет 10 миллионов и так далее. И вот наглядный пример. Мы с моим другом открываем канал, начинаем инвестировать, обучаемся на разных курсах, ездим на встречи с единомышленниками, встречаемся, во что-то там вместе играем. Вот оно. Просто смотрите, как мы это делаем. Мы те же самые люди, как и вы. Если вы будете следить за нами с самого начала, вы увидите, что мы добьемся успеха, потому что мы уже это решили. Мы уже видим это. Мы поменяли мышление. Но начинали точно так же. Мы были рождены в семье, которая учит работать в найме всю жизнь, а потом надеяться на государство, что оно будет платить пенсию, или на детей. Так что мы первые в своем поколении, которые поменяли свое мышление и начали что-то делать. И хотим поделиться своей историей жизни с вами. Поэтому помните, чтобы быть богатым, не нужно что-то особенное. Вам просто нужно начать менять свое мышление, а это не так сложно. Я раньше не понимал, что значит поменять мышление. Я вроде как бы начал читать книги и что-то понимать, но думал, ну как, когда оно это придет, вот это ощущение, что я все уже поменял его. И вы знаете, оно пришло. Если вы смотрите это видео сейчас, мой вам совет, просто найдите людей, которые примерно начинают думать так же. Общайтесь с такими людьми, общайтесь с людьми, которые выше вас. И тогда вы будете расти. Продолжайте развиваться, не останавливайтесь в обучении. Читайте книги, покупайте курсы, не жалейте деньги на это никогда. Я совершал раньше огромную ошибку, то, что я жалел деньги на курсы по саморазвитию, по финансовой грамотности, но это ключ, это реально ключ. И это бустит, это помогает тебе развиваться. Так что прислушайтесь к этому. Ну и само собой хотелось бы сказать, что нужно не только быть финансово грамотным и стремиться только к успеху и богатству. Конечно, нужно наслаждаться жизнью здесь и сейчас, а не в старости. Так что смотрите все наши видео, и мы вам на собственном примере покажем, как с нуля достичь $1 миллион. Спасибо за просмотр. Пока-пока.